A manager is somebody when he is walking in a forest, he cuts all the bushes so that his team can come easily. То есть лидер это тот человек, менеджер, прошу прощения, да, менеджер это тот человек, который, находясь в лесу, убирает всю траву или все то, что мешает прийти его команде туда. But a leader is a person who will climb on to the topmost branch of the tallest tree. А лидер это тот, который заберется на самое высокое дерево And say, that is the direction. и скажет, вот направление. So what the leader provides is the vision, the inspiration. Лидер дает видение и вдохновение. Lord Ramachandra had an army of millions of monkeys. У Господа Рамачандры было миллионы обезьян в его армии. Now you cannot get monkeys to sit in a war strategy meeting. И вы не можете сделать так, что обезьяны будут сидеть и обсуждать стратегию войны. They will jump onto your head. Они будут прыгать на вашей голове. But Lord Ramachandra managed this army. He did not manage it, he led the army. То есть и Господь Рамачандра, он вел эту армию, то есть не управлял, а вел. What did he do? И что же он сделал? He gave them a unified vision. Он дал им универсальное видение. And he gave them, or they themselves took, the holy name. То есть объединенное видение дал им. In ISKCON has to give the vision, the inspiration, and he has to facilitate everybody in the yatra chanting the holy name. То есть лидер это тот, который дает видение, вдохновение, и также он вдохновляет всех, чтобы они повторяли Святое Имя. I was speaking with Mahendra Prabhu last evening. We had a long discussion. Вчера вечером мы с Махендра Прабху обсуждали, было долгое обсуждение. The consciousness of the leader permeates the whole congregation. Значит, сознание лидера, оно создает вот эту совместность, то есть сотрудничество. So, you will know about the consciousness of the leader by looking at the other. Смотря на ятру. Because leadership in ISKCON is not just leadership, it is servant leadership. Потому что лидерство в ИСККОН это не просто лидерство, а это именно служение как лидер. So leaders in ISKCON should be careful not to have yes men. И поэтому лидеры в ИСККОН, они не должны иметь таких людей, которые говорят просто «да», всегда «да». Managers may sometimes need yes men. Менеджеры иногда нуждаются в людях, которые всегда говорят «да». Because at ground level work has to get done. Потому что на нижней части работа должна быть выполнена. But a leader should be careful not to surround himself with yes men. И поэтому лидер, он все-таки должен думать о том, чтобы не собирать вокруг себя людей, которые говорят всегда «да». There was an American rules football coach called Vince Lombardi. Был американский тренер по футболу Ломбарди. So he said that if you agree with me, I don't have a place for you in the team. И он говорил, если вы согласны со мной, значит у вас нет места в моей команде. Then it is the same. There is no need for a different person. Потому что то же самое, значит не нужен другой человек. When Mayavadi once came to Srila Prabhupada and said, you and I are one. Майавади пришли к Шрила Прабхупаде и сказали, ты един, я един, мы все едины. Srila Prabhupada said, I don't agree with you. That means we are different. И он сказал, я с вами не согласен, это означает, что мы различны. So our movement is Achintya Bheda Abheda. И наш момент, то есть наше движение это Ачинтия Беда Абеда. That means
While many people may agree with us on the principle, То есть в каких-то случаях многие люди согласны с нашими принципами, the details will be different. но детали могут различаться. All of us will agree that Gauranitai should have a prabha, Surya Prabha behind their head. Все могут согласиться, что горнитай должны иметь корону над головой. So what one pujari may think that the color should be contrast. И один из пуджари говорит, что цвет должен быть контрастным. Another pujari may think they should be the same color as the dress. А другой говорит, что такой же цвет, как и их одежда. Although there are standards in ISKCON, хотя стандарты в ISKCON, in some places they put more punk for Nityananda Prabhu also. Они, в некоторых местах они больше ставят синего цвета над Нитянандой. There is so much variety. И, как вы видите, столько вариантов, различий. Therefore, our leaders should ensure that people in their team are independently thoughtful, like Prabhupada said. То есть наши лидеры, они должны задуматься о том, что люди, они индивидуально могут размышлять, думать. Not independent. Не независимо. Independently thoughtful. Независимо думать. That means if Srila Prabhupada or our Gurujanas or our GPC has told that, for example, there is an instruction from your GBC that you should preach to the locals. Например, что если наш Гуруджан или GBC Шрила Прабхупада сказал, что мы должны проповедовать местным. Like Prabhupada said, we should just do the needful. Needful. Just do the needful. То есть Прабхупада сказал, что мы просто должны все потребности обеспечить. Don't have to keep going back asking for details. We don't have to keep going back to them asking for details. И мы не должны к ним возвращаться и спрашивать о деталях. Understand the principle and work out the details. Просто мы должны понять принцип и потом работать над деталями. That is the job of the leader. И это работа лидера. But the manager has to get into the intricacies of the details. А менеджер, он должен полностью вовлечься в определение деталей. Like morning shift pujari should ensure that Jagaran happens at 3:45. То есть утренний пуджари, он должен обеспечить так, чтобы в 3:45 было. Bhoga is offered at least for 10 minutes. То есть Бога должна быть как минимум за 10 минут предложена. Conch shell is blown exactly at 4:30. То есть открытый занавес ровно в 4:30. But the temple manager should ensure that the clock inside and clock outside are the same time. Но менеджер, он должен посмотреть, то есть он должен подправить так, чтобы здесь часы и внутри часы были одинаковые. Otherwise, pujari will blow the conch at 4:25. В противном случае пуджари, он открывает занавес в 4:25. Or people will be waiting and pujari is waiting inside. Все будут ждать, и пуджари тоже будут ждать внутри. So it is very important to have synchronicity between managers. И поэтому очень важно иметь синхронизацию между менеджерами. Regarding the details. Что относится к деталям. And the manager's job is to get the feedback from the ground level. И еще одна задача менеджера – это получать обратную связь от нижнего слоя. Both for leaders and managers, accepting feedback is a sign of humility. И для обоих, для менеджеров и лидеров, получение обратной связи – это проявление смирения. Lord Krishna, Lord Ramachandra, King Yudhishthira, Emperor Yudhishthira, they all used to consult with Brahmanas and Gurus. Господь Кришна, Господь Рама, Юдхиштхира Махарадж, они всегда консультируют с браманами, когда что-то делают. Valmiki Ramana says you should take the opinion of 6 Brahmanas before you take any major decision. Valmiki? Valmiki Ramana.
Валмики Рамаяна говорит, что вы перед тем, как принять решение, должны посоветоваться с 6 браманами. But in Western management techniques, Но в западной технике управления there are two types of managers. есть 2 вида менеджеров, Task-oriented которые ориентируются на задачи and people-oriented. и которые ориентируются на людях. If somebody is 10-0, 10 on task, 0 on people orientation, Если одни 10 баллов, которые ориентированы на задачи, а 0 на людях, if you draw a graph, task orientation, people orientation, Yes, somebody is 10 on task and 0 on people. если мы начертим диаграмму, то есть график, где люди и задачи, и если 0 это задачи, если 0 это люди, а 10 задачи, это будет one line. YX, on Y is task orientation, on X is people orientation. So, If this is just straight line at the top. Straight line, да. What happens? То есть, и что будет в этом случае? What somebody is task oriented completely, 10-0, then what happens? Если мы только на задачах ориентированы, на людях не ориентированы, что происходит? The People start leaving. Yes. People start leaving, you just say, I told you 3:45, you came at 3:46. They are saying, I said, то есть, I'm sorry. Они говорят 3:45, а ты пришел 3:46, то есть, и вот так вот ругаются они за 1 минуту. Prabhu, I had a stomach problem, I got delayed by 1 minute. У меня были проблемы с желудком, я всего лишь опоздал на 1 минуту. No, you should plan your toilet time. А ты должен планировать свой туалет заранее. That's task orientation. И это называется ориентирование на задачах. What happens if somebody is 0-10, that is completely people oriented, not at all task oriented? Или наоборот, если теперь мы ориентируемся на 10 баллов на людях, а 0 на задачах, что происходит? Everything is destroying. Mangalarti 5 o'clock. Correct. Mangalarti will be 6 o'clock. What happened? Pujari was on leave. How come, but what about the other Pujari? No, I gave leave to both of them. They have family problems, no? То есть Пуджари на каникулах, там у них проблемы с семьей, то есть он его отпустил. So this balance is very important. So the ideal is 5-5. То есть баланс очень важен. И в идеале это 5 и 5. But we are all somewhere in between. Но мы, конечно же, все примерно между этим. But we should remember one principle always. Но мы всегда должны помнить об одном принципе. Srila Radhanath Maharaj says, people over projects. Шрила Радханат Махарадж говорит, люди через проекты. Which means if the people are happy and inspired, they will run your projects. И это означает, что если люди вдохновлены, счастливы, вдохновлены, они будут реализовывать ваши проекты. Srila Prabhupada had many talented disciples. Шрила Прабхупада, у него было очень много талантливых преданных. Many skilled disciples. Учеников, да, то есть очень имеющие большие навыки. They might not have been professionally qualified. Они, может быть, профессионально не были квалифицированы. But they were very high on vision and values. Но зато они были очень возвышены на видении и на ценностях. Because they understood the importance of reposing full faith in the spiritual master. Потому что они понимали важность, насколько нужно верить своему духовному учителю. In the 13th chapter, 8th verse of the Bhagavad Gita, В 13 главе, в 8 стихе Бхагавад-гиты, you can get the Russian Gita, I'll read or something. 13:8. Ничего, я открою. It comes later, one more point. Same shloka. Amanitam adambatam ahimsa shandirajavam acharya upasanam chaiva. Where is it? 13:8. I will tell you what to look for. 13 глава, 8 текст. Там 4 стиха.
There is a line which goes There is a about fourth. Acharya Upasanam. Ачарья Пасана. Ачарья Пасана. Это вторая строчка. Третья. Третья строчка, да? Third line. Oh, no, I'm talking about the purport. То есть он говорил о комментарии. There is this point about simplicity. You read that paragraph? Простота, да? You found that? That is fifth or sixth paragraph. First paragraph is process of knowledge. I then found. You found? Yes. Now there, you read this part from, as for acceptance of the spiritual master, that is essential. The line after the next sentence. First sentence is simplicity means blah blah blah. Okay. Then is as for acceptance of the spiritual master. Что касается обращения к духовному учителю, то это абсолютно необходимо, ибо только следуя указаниям истинного духовного учителя, можно постичь духовную науку. К духовному учителю нужно обращаться со смирением и служить ему, не жалея сил, чтобы довольный нашим служением, он благословил нас. Духовный учитель является представителем Кришны, поэтому тот, кто получил его благословение, может, даже не выполняя все правила и предписания, сразу достичь духовного совершенства. В любом случае, ученику, который с полной самоотдачей служит духовному учителю, будет легче следовать правилам и предписаниям. See, this is the last two lines, very, very important. Because a bona fide spiritual master is a representative of Krishna, if he bestows any blessings upon his disciple, that will make the disciple immediately advanced without the disciples following the regulative principles. То есть духовный учитель является представителем Кришны, поэтому тот, кто получил его благословение, может, даже не выполняя все правила и предписания, сразу достичь духовного совершенства. Just see. And what's the next line? В любом случае, ученику, который с полной самоотдачей служит духовным учителем, будет легче следовать правилам и предписаниям. Vishrambena Gurur Sevaya, which is the first 6 principles of 64 principles in Bhakti are all related to Guru. Thank you. Первые 6 принципов, которые исходят из 4, да, анг преданного служения, все 6, они касаются духовного учителя. First one is Ado Guru Padashrayam. Первое – Адо Гуру Падашрая. Second is Sri Krishna Dikshadi Shikshanam, which means first is to accept a spiritual master, second is to get instructions from him and get initiation from him. Первое – принять духовного учителя, второе – принять инициацию и следовать наставлениям. Third is Vishrambena Gurur Sevaya, to serve the spiritual master without any reservation. И третье – это служить духовному учителю без никаких сомнений. That is what Prabhupada is talking about in the last line. Это говорит Шрила Прабхупада в последнем предложении. В любом случае, ученику, который с полной самоотдачей служит духовному учителю, будет легче следовать правилам и предписаниям. Then is Sadhu Vartamana Vartante or Sadhu Marganu Gamanam, to serve the spiritual master and to follow his instructions. Четвертое – это служить духовному учителю и следовать его наставлениям. These two are the things that most of Prabhupada's disciples were doing. They were knowledgeable, they were skilled, they did not have any other qualification. No knowledge, no skills. They were knowledgeable, skilled, they were not otherwise qualified, like educationally qualified or socially well established. То есть у них были знания и навыки, но они социально не были обустроены. То есть у них не было положения. Their qualification was to serve the spiritual master faithfully without reservation. Поэтому их единственная квалификация была служить духовному учителю без всяких сомнений. That day I was speaking with this Alexander Prabhu who had come from France. You know him? There's a devotee called Alexander Prabhu.
So he is still not decided about his guru after many years. So we were discussing, I've given him a card also saying you can be in touch, I can try and help you. If you want to look for a guru, we can try to help you break the resistance. Some people have commitment problems. So anyway, we don't want to translate that. The point is, I was just telling him the last two symptoms of this 6 is Sadharma Pricha, asking the spiritual master questions, enquiries. What should I give up in order to advance in Krishna consciousness? То есть следующее – это понимать духовному учителю, задавать вопросы, и что мне нужно убрать, чтобы я продвигался в духовной жизни. And not just that. The next point is Bhogadi Tyaga Krishnaya Hetave, to actually give up those things. И это не последнее, а последнее – это на самом деле все это оставить, то, что он спрашивает. Which is why we sang that bhajan. Почему мы поем этот баджан? Before leaders find fault with the congregation, перед лидерами стоит задача создать объединенность. before leaders find fault with the managers, Перед лидерами показывайте ошибки менеджеров. before managers find fault with the subordinates, Перед менеджерами показывайте ошибки их подчиненных. they should introspect. Они должны интроспектировать. Srila Prabhupada said, one of the secrets of my success is that I was introspective. Шрила Прабхупада говорит, один из успехов – это то, что интроспектива, то есть обмен, обратная связь. So we must remember that therefore the first qualification of a leader is that he is a good follower. И одно из качеств лидера – это он очень хорошо следует за кем-то, последователь. So Srila Prabhupada mentioned something very, very famously. И Шрила Прабхупада указывает на очень одну знаменитую историю. So Srila Prabhupada said, leaders of the Hare Krishna movement should be very careful Шрила Прабхупада говорит, что лидеры в ИСККОН, они в движении ИСККОН должны быть очень осторожными. not to disturb Они не должны никого беспокоить. the service spirit Они должны служить духу of devotees, преданных, which should be independent, что означает быть независимым, voluntary, быть добровольным and spontaneous. и спонтанным. So the whole role of an ISKCON leader is to ensure that you don't disturb the independent, voluntary, spontaneous service spirit of your congregation or your department heads. То есть основная задача лидера заключается в том, что он не беспокоит, не вмешивается в независимость, в добровольность тех людей, которые, спонтанность тех людей, которые совершают это служение. Jadurani Mataji, the famous painter of ISKCON, Джадурани Матаджи является знаменитой художницей ИСККОН. she said, we did not know how to brush our teeth. Prabhupada taught us. Она говорит, что мы даже не знали, как чистить зубы, и Прабхупада научил нас. There were many disciples of Prabhupada who did not know how to wear a sari. Prabhupada taught them how to wear a sari. Многие даже не знали, как носить сари, и Прабхупада, он, обучал. So Tirumangai Alvar, the great Vaishnava devotee, Sri Vaishnava devotee of the Lord, he engaged 4 big robbers and dacoits to build the Srirangam temple. Tirumangai Alvar. Да, Тирумангал, великий преданный Господа, он помогал декорировать, получается, 4 воров и разбойников Their dacoits. То есть он смог заставить 4 разбойников построить храм Шри-Рама. Alvar means one who is completely deeply immersed in bhakti. Aram means depth in Tamil. То есть арма это означает очень сильно глубоко вовлеченный в бхакти. So they're completely ecstatically engrossed in bhakti. То есть они полностью всем своим существом полностью погружены в бхакти. Therefore, Srila Bhaktisiddhanta Maharaj said, a Goshtyanandi is a Bhajananandi who preaches.
Бхактисиданта Такур говорит, Agoshtyanandi, Bhaktisiddhanta Maharaj said. Бхактисиданта Сарасвати. Agoshtyanandi is a Bhajananandi who preaches. То есть Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, Гоштхиананда Бхакти Ананди, то есть тот, который проповедует. What that means is that leaders should have exemplary sadhana. Это означает, что лидер должен иметь очень образцовую садхану, So that they can engage people of varying skills and capabilities. потому что они должны вовлекать тех людей, которые имеют различные навыки и способности. Yesterday we were discussing that it is a job of the manager to arrange for Mangalarati. Мы вчера обсуждали то, что задача менеджера – это вовлекать, чтобы преданные приходили на Мангаларати. But the leader should be the first one to be present in the Mangalarati. Но лидер – это тот, который должен быть в первую очередь приходить на Мангаларати. Manager is a subset of leadership. И менеджер Subset. Like, no, in mathematics you have superset, subset. Образец для подражания. То есть менеджер, он является, пусть будет образцом лидерства. All leaders have to be good managers. Все лидеры, они должны быть очень хорошими менеджерами. It is not necessary that all managers are good leaders. Но это не обязательно, что все менеджеры должны быть хорошими лидерами. Therefore we must remember that management and leadership in ISKCON is different from what they teach you at Harvard Business School. Поэтому мы должны понимать, то есть помнить, что менеджеры и лидерство, когда мы обучаем, он очень отличается в ISKCON от того, что отличается в Гарвардском университете. Обучают, преподают. I have worked 13 years in the corporate world. You have? Worked 13 years in the corporate world. У меня есть опыт 13 лет работы в корпоративном мире. In 2 national newspapers of India. В 2 национальных газетах Индии. After working 2-3 years in ISKCON management, работая 2-3 года в менеджменте ISKCON, в управлении, one of my superiors told me, один из моих старших сказал, you don't know anything about management. ты совсем ничего не знаешь о менеджменте. So ISKCON is a completely different world. Потому что ISKCON это совсем другой мир. Why? Почему? Now we'll get into the question and answers. Why? И мы сейчас идем к вопросам и ответам. Why is ISKCON management and leadership so different? И почему же Spiritual management, yes, one. What else? Spiritual economy also. Spiritual work, Yeah. spiritual economy also. How is it spiritual economy? И что это такое? Духовная экономика? It's like we should spend money, not. Spiritual economics means you give nothing but prasadam and you expect them to surrender their life to you. То есть This is what you give one piece of peda and say, no, Prabhu, you should work 18 hours. Это преданность, естественно, потому что Кришна будет управлять и давать разум. Сейчас, давайте я переведу. То есть он говорит, что давая просад, вы должны теперь 18 часов работать на Кришну. Volunteers. Такая экономика. We are dealing with volunteers. They are free to say, no, Prabhu, I don't want to do it. То есть мы работаем с добровольцами, и они имеют право говорить нам, нет, Прабху, я ничего не хочу делать. What will you do? Sack them? То есть, что вы будете делать? Вы их заставите? Throw them out. Или выкинете их? There is no employment contract. Нет никакого контракта The person who throws out the devotees will be the first person to be thrown out by Krishna. I didn't get. Если он выгонит того, то он будет первым, кого выкинет Кришна. Да, то есть любой из нас, если это сделает, если выкинет его, то Кришна нас выкинет. Да, надо подумать действительно, как его вдохновить. So we should think about how to inspire him. That's the point. Вот это и есть главное. Spiritual management is based on inspiration. То есть духовный менеджмент, он основывается на вдохновении. Yes, Mataji raised her hand. You said something. Вы поднимали руку, да, пожалуйста. В чем различие, да, было? Здесь вот как-то санга цветочная есть,
И по благословению старших больше 30 матыш у нас в группе. И очень удобно с ними как бы комфортно взаимодействовать, потому что мы в центре ставим Кришну, и каждый чувствует вот это. Когда как в материальном мире, там 75 человек под управлением, это сложно. Только я штрафовать могу их, они так понимают. So we have a sangha of flower, making flowers and working on flowers, and we have about 30 devotees there, and we are working on that Krishna in the middle. And вы работаете здесь 75 человек, да? Вы управляете 75 людьми? If we have 75 persons in a material, so you can only do some sanctions or to make like taxes. What is the Payments, some payments for them, yes, and you can punish them with some payment, only. Here, that's the difference. But please tell me, where is it more likely that somebody will leave a job? Is it in an ISKCON volunteer will leave the temple? Is that more possible? Or somebody who gets a job with a good salary, he leaves the job? Which is more possible? То есть что более возможно, доброволец, который уйдет из ИСКОН, или работник, у которого хорошая зарплата? доброволец, который здесь смотрит? So from ISKCON is, they're living ISKCON. so volunteers from ISKCON is more possible They're living like in than. Why? И почему это больше вероятность такая? because No leaders, inspirations. they're No inspiration. not properly working on doing their People don't leave organizations, whether it is outside world or inside world. То есть люди не уходят из организации, будет ли это внутри ИСКОНа или внешней организации. In ISKCON, even if a person leaves the temple, he goes to another temple. Даже в ИСКОН, то есть если в ИСКОН уходит человек, он идет в другой 8 out of 10 times. храм. There may be some people who completely fall into Maya. То есть из 10 8 так делают. А некоторые есть люди, которые полностью погружаются в майю. I have tracked brahmacharis who have left the temple in the last 15 years. У меня, so you tracked. We've tracked. We try to find out where they are. То есть мы изучали и хотели создать список, где эти люди, которые ушли из брахмачарии в последние 15 лет. 99% people are still practicing Krishna consciousness, connected to some temple or the other, some congregation or the other. То есть 99% этих брахмачарий, они до сих пор практиковали, просто они присоединились к другим храмам или к другим каким-то объединениям. They're mostly Indian. I only tracked India. I have not tracked Russia. For Indian, it's very. А можно? No, so the point is, I am only talking, I have not preached in Russia. I can only speak from my experience in India. I have not been called here because I have preached in Russia. I have been called here because I have preached in India. So in India, the experience has been, and it is not like there are so many full-time devotees in Russia or USA. Я, конечно, в России не проповедовал, я в основном говорю из опыта, то, что я в Индии. Но это не означает, что в России или в США это как-то различается. How many brahmacharis do we have in this temple? Сколько у нас брахмачариев есть в этом храме? 3. And they are also like 50 plus. И им больше... All vanaprasthis, effectively vanaprasthis. То есть они больше ванапрастхи, чем... So this is not a sample size at all to discuss. То есть это не так, что это пример, чтобы мы могли бы это обсуждать. There are only 2 yatras outside India where there are brahmacharis. За пределами Индии есть только 2 ятры, которые fully brahmacharis. 2 yatras outside India where there are brahmacharis, big number of brahmacharis. Растут много становится. То есть пример, что 2 ятры больше брахмачари становится I за think one- пределами Индии. Только 2. Только 2. Huh? Only 2. Yeah, only 2, maximum 3. 1 or 2 temples in USA where there are now increasing, some book distributors are increasing and therefore it's happening. And definitely Moscow, there are many brahmacharis. Otherwise, there are hardly any brahmacharis outside India.
То есть по всему миру он говорит, что в США может быть 1-2 храма, где брахмачари есть, и в Москве 1. And brahmacharinis are very small number in any case in the world now. Some places there are brahmacharinis. И в некоторых местах есть брахмачарии. There are many full-time grahasthas. Есть множество полностью занятых грехастых. Now it's a very difficult situation for a full-time grahastha. И это очень трудная ситуация для полно занятых грехастых. People respect the congregation which pays money to the temple. Люди очень уважают тех, которые... То есть общины, которые платят деньги. People respect the brahmachari who is completely volunteer, doesn't take any money and serves. Люди уважают тех, которые брахмачари, которые ничего не хотят взамен и просто служат. The full-time grahastha's life is very, very difficult. И полностью заняты грехастцы, их жизнь очень сложная. In Hindi there is a saying, "Dhobi ka kutta." В хинди есть такая пословица «добита кутта». Dhobi ka kutta meaning it is a dog of the washerman. Это означает, что это собака того, кто прачечного. He cannot come inside the house. Собака-прачка, то есть она не заходит внутрь дома. He cannot go to the place where the clothes are washed. И она также не может идти, где одежда была постирана. That's the kind of situation. Это такая же ситуация. There are not sufficient resources to be paid well. То есть нет достаточно ресурсов, чтобы хорошо платили. But because all your life has been dedicated to ISKCON, you will not fit in anywhere outside. И из-за того, что вы полностью погружены в жизнь в ИСККОН, вы не можете никуда в другое место вписаться. Therefore, what keeps them together with ISKCON? И почему же, что же их держит вместе с ИСККОН? And that's the point. People don't leave organizations, they leave bosses. И это важный момент, что люди не уходят от организации, люди уходят от начальников, от боссов. If we are able to create an environment where the leaders and managers facilitate excellent sadhana, independently thoughtful service, and loving, meaningful sadachar. То есть если лидеры и менеджеры достаточно хорошо обеспечивают хорошую, то есть условия для садханы, автосадхана, садачар, и третье садхана. First is a very, very good, robust sadhana. То есть хорошая, прогрессивная, достаточно платформа, чтобы садхана была. Second is a very good, committed, efficient seva. И второе, это чтобы мы эффективную и хорошую севу могли выполнять. And third is loving, meaningful relationships. И третье, это любовные, значимые отношения. So if the leaders can create an environment like this, И если лидеры могут создать такое окружение, and the managers should delegate, и менеджеры должны делегировать, but not abdicate. но не отвергать, то есть не передавать, не пускать на самотек. Which means, I have delegated, I have forgotten what happens. Now after 10 days, he'll say, Prabhu, you gave me that service. Oh, I gave you that service, is it? То есть, когда мы делегируем, он говорит, что через 10 дней мы вспомнили и спрашиваем. It happens with me and Radharaman sometimes. He'll say, Prabhu, you gave me that service 10 days ago. I gave you that service, is it? I forgot. То есть, иногда с Радхаманом такое происходит. Я ему давал какое-то служение, потом через 10 дней он мне напоминает, что я ему давал, а он говорит, ой, я тебе давал это служение, то есть забыл. So really the point is, what are our challenges to inspire our team members, our congregation, our devotees? That is the moot point for discussion today. То есть главный момент или главное значение нашего сегодняшнего обсуждения это то, что мы должны вдохновлять общину и преданных. So we have exactly 25 minutes now for question answers. We can take at least 5 to 8 questions based on. Давайте сейчас у нас 25 минут есть, от 5 до 8 вопросов мы можем сейчас обсудить. Можно задавать вопросы. I thought this session should be more interactive. So. Я думаю, что это будет более интерактивное.
We can take up some case studies in your department. How do we deal with this issue? How do we deal with it? Let's share our experiences and see how we can. То есть I've been management since 1996. Yeah. Including outside world, inside world, etc. So it's about 30 years. То есть я с 96-го года я нахожусь в управлении, и мы можем сейчас, если хотите, именно какие-то определенные ситуации в ваших департаментах тоже обсудить, как кейс-стади, да? То есть вы можете тоже это сказать и обсудить. Either I am very successful, иногда я был очень успешен, or you can learn from my failures. или вы можете обучаться от моих неудач. So no loss. И вы в любом случае ничего не потеряете. Yeah. То есть, Матушка Гангари, вы хотели задать? Да, я хотела спросить, значит так. Итак, Шрила Прабхупада дал духовное знание. Шрила Прабхупада gave spiritual knowledge. Но он и организовал, он боролся за организацию. And he also fight for organization. Вот духовное знание это понятно. So the spiritual knowledge is okay. So we know importance of that. Вот роль организации. What is the role of organization? What is importance? We will know the importance simply by the fact Мы можем понять важность просто исходя из простого факта. that when he himself asked Satswarup Maharaj and some of his followers, Когда он лично спросил Сатварупу Махараджи и его последователей, how will this organization go on after his time? как же будет организация продолжать существовать после его ухода? So many people said everybody should chant attentively, etc. То есть многие сказали, что все люди должны более внимательно повторять Святое Имя. But Prabhupada said by organization and intelligence. Он сказал, Прабхупада сказал, через организацию и разум. There are hundreds of institutions which practice Bhakti Yoga. Есть сотни различных организаций, которые практикуют бхакти-йогу. But after the Acharya leaves, they all get scattered away. Но после того, как Ачарья уходит, они сразу разрушаются. But because Srila Prabhupada ensured a clear, structured organization, Но из-за того, что Шрила Прабхупада установил четкую и ясную структуру организации, in 1977 we had 108 temples. в 1977 году у нас было 108 храмов. In 2025 we have big and small over 1,000 temples. А в 2025 году у нас есть маленькие, большие, больше 1000 храмов. Therefore, organization and intelligence Поэтому организация и разум are not just necessary, they are compulsory. это не просто необходимость, это строгая нужда. Шрила Прабхупада оставил 7 целей ИСККОН. Шрила- Ну, там 12 целей ИСККОн, да? Шрила Прабхупада gave 7 goals of Purposes, yeah. Purposes, 12 А purposes. есть ли труды Шрила Прабхупады, где четко сказано, как должна быть организована, значит, вот, ИСККОН, как он должен быть организован? Is there any papers of Srila Prabhupada how to build structure or organization of Где ISKCON? это описано? Where it is described? There is Srila Prabhupada's will, Это было желанием Шрила Прабхупады. and there are many instructions given by Prabhupada in room conversations, morning walks, and in his books. То есть и многие другие наставления, они даны во время утренних прогулок, во время лекций. The GBC has brought out a book called Prabhupada Anugas. GBC издал книгу Prabhupada and Prabhupada Anugas. Prabhupada Anugas. Talks about being a leader in ISKCON, what is required. И она говорит о том, что нужно для лидера ISKCON. Similarly, there is more such literature that has been brought out by the GBC Organizational Development Committee, Strategic Planning Committee. They are all working today under the GBC. То есть у GBC есть много разделов, отделов, вот, стратегического планирования и так далее. Они тоже много разных издавали брошюр или книг, может быть. Yes. У меня такой вопрос к тому. Должны ли лидеры в общении, ну, в нашем общении, в данном случае, помогать преданным находить средства
Does leader should help devotees to find some work or to employ them? The material, that they have material, Организовывать какие-то рабочие места, да? maybe organize some workplaces. Okay. So I will speak from my experience, personal experience. Я буду говорить от своего личного опыта. In my last job, В моей последней работе I was head of human relations HR. я был начальником HR, то есть Human, это отдел кадров. So there were some 400 people working in that organization. Там работало 400 человек. So in my own department, I recruited about 6 devotees. И в моем отделе я привлек 6 преданных. After I left, all 6 of them left. Как только я ушел, все 6 тоже ушли. And not because they got better jobs. Не потому, что они нашли лучшую работу. They were simply removed. Просто их всех убрали. So we should be very careful in terms of engaging devotees. И мы должны быть осторожными, когда мы привлекаем преданных. Because sometimes their behavioral patterns are very unpredictable. Потому что иногда их поведенческое, то есть их поведение очень непредсказуемо. They will start chanting 64 rounds on Ekadashi, Они начинают 64 круга повторять в Экадаши. go to Vrindavan in Kartik, I'm sorry? go to Vrindavan in Kartik. То есть они едут на карточку во Вриндаван. So we should be very clear that we should not compromise on abilities. То есть мы должны быть осторожны, мы не должны иметь компромисса Skills and values. способностей, навыков и ценностей. Between two capable candidates, Из двух наилучших кандидатов you could give preference to a devotee. вы можете дать предпочтение преданному. But don't choose a candidate just because he is a devotee. Но не выбирайте кандидата просто потому, что он предан. Unless you are running a charity. Но до того момента, если вы просто не жертвуете, ну то есть не находитесь в том положении, когда вы как жертва, да, его принимаете. Для него как. Because please remember, if they are bad workers, it will reflect badly on ISKCON. Не забывайте о том, что если они плохие рабочие, то они плохо повлияют также и на ISKCON, на репутацию. In ISKCON also we have a saying. Также в ISKCON у нас есть пословица. Oh, he is transcendental. Он трансцендентный. What does it mean? И что же это значит? It means he is spaced out. То есть он на все ему все без. So we don't those kind of people. So we don't want those kind of people representing the society. То есть мы не хотим иметь таких людей, которые представляют наше общество таким образом. If you are a professional in the corporate world, если вы профессионал в мире фирм, компаний, people should feel inspired that he is a devotee, therefore he is successful. И люди должны быть вдохновлены тем, что он преданный, поэтому он настолько успешный. See, finally, harava bhaktasya kuto mahadguna manorathinasti davato bahi. Unless you are a devotee, you will not have any good qualities. If they are there, they will not be permanently present. They will go away. То есть, если вы являетесь преданным, если у вас есть какие-то хорошие качества даже, они будут временными, потому что в какой-то момент они все исчезнут. But we are also dealing with the material world and the material energy. Но также мы взаимодействуем с материальной энергией. Devotees have to stop at the red signal. Преданные все равно должны останавливаться на красный свет. Devotees should not break the speed limit. Which limit? Speed limit. То есть преданные не должны превышать скорость. Devotees should pay taxes. Преданные должны платить налоги. In other words, devotees should also be materially exemplary. И таким же образом говоря, что преданные должны быть образцами в материальном мире. Otherwise, they will think people have come to Krishna consciousness to escape responsibility. В противном случае люди начнут приходить в ISKCON
потому что они хотят уйти от ответственности. At the same time, if you're recommending somebody for a job or you're recruiting somebody for a job, И в то же время, если вы кого-то рекомендуете на должность или трудоустроить кого-то, please don't take ownership of somebody else's karma. но, пожалуйста, не берите на себя, что вы владелец его кармы. You can get a person an interview. Вы можете помочь этому человеку прийти на интервью. After that, it is based on merit. А остальное это уже их дело. То есть You can recruit a devotee in your company. вы можете привлечь, трудоустроить преданного в свою компанию. But maybe you should avoid making him report you directly. Вы можете, возможно, вы сможете сделать так, чтобы он напрямую к вам не отчитывался вам. So don't mix business with pleasure. То есть не надо смешивать бизнес с удовольствием. If you want to stay in the outside world. I'm sorry. If you want to stay in the outside world. Если вы, конечно, хотите сохранять себя во внешнем мире. Otherwise, we always have a room for you. В противном случае у нас есть комната для вас. Я имею в виду, что именно самое общение, нужно ли создавать деятельность, где преданные могут реализоваться в самой общине, не за пределами аутсайда. Какие-то рабочие места. He means another thing that should we create workplaces in the congregation, Okay. in the community. Good question. Хороший вопрос. It is an integral element of community building for any temple. Это самая главная вещь, если мы создаем устойчивую общину. To create gainful employment opportunities for their congregation. Для того, чтобы создавать доходное трудоустройство для общины. But my Guru Maharaj used to say, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, Но мой Гуру Махарадж Гопал Кришна Госвами Махарадж говорил, for temple brahmacharis, для брамачари в храме don't make it too easy for them. не делайте это слишком легким. They should not think that if I want to leave the brahmacharya ashram, immediately I will be able to get a job. Они не должны думать, что если как только они уйдут из ашрама брамачари, они сразу найдут работу. They will not value the ashram then. После этого они просто не будут ценить ашрам брамачари. They will not increase their dependency on Krishna then. Они не будут увеличивать свою зависимость от Кришны. But for others, it is very good if you can create employment opportunities. Но для других, конечно же, это очень важно, если вы сможете создавать возможности трудоустройства. But let us not please waste Krishna's money also. Но также мы должны думать о том, что мы не должны тратить деньги Кришны. Lakshmi belongs to Krishna. Лакшми, она принадлежит Кришне. So we should think 10 times, 100 times before we throw it on somebody. И мы 10 раз или 100 раз должны подумать, когда мы передаем какие-то деньги кому-то. Make sense? Это имеет значение? Yes. Some other questions? Yes. У меня вопрос, от чего, насколько зависит качество лидера в местности, чтобы развивать общину? Или гунакарма тоже большую роль играет? В нашем случае просто много раз начинается, потом завершается. What is the role of leaders' abilities on success of the temple, or it is guna karma also somehow is influencing to the people, and maybe it's also. The ability is based on guna karma. Все способности, они рождаются от гуна кармы, они основываются на гуна карме. The ability itself is shaped by the modes that are governing them, the abhyasa or the training they have, and the previous samskaras. То есть способности, они формируются из вот этой кармы, да, то есть из гуна кармы. Like I have natural language skills in English. Например, у меня есть естественная склонность к английскому языку. But my Guru Maharaj didn't teach me English. Но мой Гуру Махарадж не учил меня английскому. But he trained me how to use it in Krishna service. Но он меня обучал, как этот английский использовать в служении Кришне.
I knew Vedic mantras even before ISKCON. Я знал ведические мантры до Искон. But after joining ISKCON, I realized how we can use those mantras in Krishna's service. Но после того, как я присоединился, я теперь понимал, как эти мантры использовать в служении Кришне. I was a manager even before ISKCON. Я был менеджером до Искон. But my spiritual master personally trained me how to manage in ISKCON. Но мой духовный учитель лично меня обучал, как управлять в Искон. So the guna karma will shape the ability of the manager or the worker. То есть гуна карма, она формирует его способности. But yuktasya bhaktamsya ninchatopi, the engagement comes from the expert leader and the spiritual master. Но именно ваше вовлечение, оно исходит из духовного учителя или хорошего лидера. I will give you converse example. Я вам представлю обратный пример. In the year 2011, I was inducted into the ISKCON legal team in India. В 2011 году меня пригласили поучаствовать в юридическую команду ИСКОН. The amount of knowledge I had about law Все, что я знал о юриспруденции, was this было нулем. Zod, zero, nil. То есть ноль. Я ничего не знал. My Guru Maharaj personally told me, Мне Гуру Махарадж лично сказал, Rishi Kumar, I know you did not join ISKCON for this. я знаю, Риши Кумар, что ты не присоединялся к ИСКОН для этого. I'm sorry. Я прошу прощения. But yuktasya bhaktamsya ninjatopi has another meaning. Но есть другое значение вот этого стиха. The spiritual master and a capable leader Духовный учитель и способный лидер may engage devotees to serve beyond their capacity. может вовлечь преданных за пределами их возможностей. By bringing out their independent, spontaneous, voluntary service spirit. Но, несмотря на это, они вовлекают в это добровольность, спонтанность. То есть, что они сами свободно этим занимаются, и вот этот дух они, через этот дух они. Srila Prabhupada pushed Rameshwar Prabhu and the team to publish Chaitanya Charitamrita in 2 months. Шрила Прабхупада, он заставил вот этих преданных напечатать Чайтанью Чаритамриту за 2 месяца. I think they finally published it in 18 months, I think. Но Total. в конечном итоге, мне кажется, что они были изданы за 18 месяцев. Rameshwar Prabhu is not from the publication industry. Рамешва Прабху вообще не был из организации печатания. But Srila Prabhupada had this vision to bring out their abilities. Но у Шрилы Прабхупады было видение, как эти способности вовлечь. So that is the expertise of a leader. И это квалификация лидера. Either engage the guna karma in Krishna's service, Так же, как и вовлечь гуна-карму в служение Кришне. or inspire him to go beyond guna karma to serve Krishna. Или вдохновить его так, что он сможет выйти за пределы своей гуна-кармы. Is that fine? Jai Jagdish Hare. Вы сказали в процессе того, как вы объясняли процесс руководника и руководства, You said вы сказали о том, что люди не уходят от организации. из организации, не уходят от начальника. You said in the process of the discussions that people not leave the organization, They leave the bosses. They leave the bosses. Если люди, допустим, они в рамках одного храма не вдохновлены где-то что-то делать, переходят в другой, это означает, что что-то там тот, кто руководит, не так делает. Потому что вы привели пример, что брамачари, они все равно остаются. Но он уже так сказал, что они из других храмов уходят, он это говорил уже. То есть то, что вы спрашиваете, что спросить? Но если внутри храма точно так же люди где-то, значит, начальнику надо задуматься, что что-то не так делают. То есть внутри храма они уходят из другой храм, или внутри храма они разделяются? Вот он, например, служил там
Департамент распространения книг, допустим. Да? А теперь на другой департамент. Потом перешел. он ушел куда-то. Okay. He is asking, you said that they are leaving another temple if they are not inspired of the bosses, right? He is asking about if it's within the temple, between the departments. If he worked in one department, served, he moved to another department. Does it mean that same? There are many temples which have a policy of rotation. Есть много храмов, где есть правила ротации, то есть они меняются. It gives fresh challenges to the devotees. Это дает свежее вдохновение для преданных. Also, it prevents bad habits developing by staying too long in one place. И также это предотвращает от плохих привычек оставаться на одном месте. Like you put somebody in purchase for a very, very long time, Например, если вы одного человека ставите на долгое время, чтобы он что-то покупал, he may develop very good vendor relationships. у него могут развиться очень высокие качества The предпринимателя. temple may become too dependent on him. И храм очень может зависеть от него. And God forbid if he has a tendency to not be very truthful, then there may be scope for corruption also. И Кришна может простить, если у него будет какая-то склонность где-то что-то там украсть, или коррупция может возникнуть какая-то. So while laying down very good policies and systems, Когда есть очень хорошая политика и система, we must also ensure that devotees are constantly motivated. мы также должны обеспечивать то, что преданные достаточно хорошо мотивированы. If you think transferring them within departments will give a fresh approach to their Krishna consciousness, then it is most welcome. И если вы думаете, что это даст мотивацию этим преданным и даст свежее вдохновение, что это что-то улучшит, конечно, делайте это. Like everywhere Srila Prabhupada said, just do the needful. Всегда Шрила Прабхупада говорил, сделайте все, что необходимо. So if you are able to do this kind of rotation within your temple or within a certain zone, I think it's a very good idea. И если вы сможете сделать это ротацию, то есть с места на место, когда переходят, да, сотрудники или преданные, то это очень хорошо. But sometimes devotees take it too personal. Но иногда преданные это очень лично принимают. Because they associate their identity with the service. Потому что они идентифицируют себя с этим служением. There is a challenge. И это вызов. This is guna karma also. Yeah, some people would like to do a certain kind of service. They would continue to be able to do that service. That's what I was telling him, that sometimes you have to go beyond the guna karma also. Because Krishna consciousness is all about sometimes changing swabhava. То есть сознание Кришны на свабхаву иногда меняет. То есть я уже говорил, он говорит, что я отвечал на этот вопрос. Если это гуна-карма, да, но поэтому мы должны выходить из этой гуна-кармы. Like one senior devotee told me, Rishi Kumar is 50% Brahmana, 50% Kshatriya. Один из преданных говорил, что Риши Кумар это 50% брамна, 50% кшатри. Now if I act as a Kshatriya in my deity worship services, then there will be a problem. Но и это будет проблема, если я буду вести себя как кшатри, когда я буду служить божествам. And if I have to deal with the police or the court and I behave like a Brahmana, then maybe it not be best. Или если я, например, буду себя вести браманом, когда я с полицией или там на суде. So different shlokas for different folks. Все, разные штуки для разных действий. Russian doesn't sound nice, that part. Русский не очень хороший в этой части. You must find some kind of rhyming in Russian also, just check. Вам нужно, I think tomorrow, next trip I will tell you all the quotes that I'm going to use in English. You look for Russian quotes that are actually rhyming. Завтра я постараюсь тебе привести все эти пословицы, и ты, может быть, найдешь рифмы, русские рифмы и сделаешь. Okay. It's 6:30. I have time, but I don't know if all of you have time. And I think there are many devotees have come. 7 o'clock we have a session, right? Some of them have already come. We welcome you all to ISKCON Tashkent. सबका हार्दिक स्वागत है. कहाँ से हैं आप सब? हाँ, जय हो ठाकुर जी की, हमारे लाला की. प्रयागराज, वाह, सब धामवासी लोग हैं. और मुंबई, हाँ, अमसी. कहाँ? देहरादून. ओह, अच्छा. और कहाँ से? आप कहाँ से? मुंबई. आप भी मुंबई? आप? श्रीलंका. अच्छा. तमिल और सिंघलीस. நல்லா பேசுவேளா? தமிழ் பேசுவேளா இல்லை
Tamil, okay, good. So hopefully we will meet at 7 o'clock and we'll have some fun and games. Should I speak with you in English or in Hindi? What is better? We need to end this meeting. This is over. I'm just simply asking them. 7 o'clock I'll come to you. I'm just mentally getting prepared whether it's English or Hindi. How many of you want, there will be a short discourse also. How many of you want it in Hindi? How many want it in Hindi? These native language everyone wants. But how many don't understand Hindi? You understand Hindi purima? Puriyadilla. They don't understand Hindi. So we'll mix of English and Hindi. Mostly Hindi, then little bit of English. You'll understand, no problem. Tamidan endu sollada tale nimirundu nilladava. Okay. In Tamil Nadu they don't like Hindi. Huh? They don't like Hindi. Хорошо, дорогие преданные, у нас была короткая встреча с Шикумаром Прабhu. We have a brief meeting. Принципиальные вещи он нам сказал. Some principal things we heard. Какие-то вещи раскрылись, какие-то вещи... Some things were discovered. Something we should continue to discuss. Может быть, если Шикумар Прабhu согласится, какие-то из дней, может быть, мы можем планировать онлайн встречи. Maybe if Rishi Kumar will accept, we can do some online discussions together with you. Он может делиться опытом. Maybe you can share your experience. Хорошо, спасибо большое, Шикумар Прабhu. Thank you very much, Rishi Kumar. Мы очень рады, что вы нашли время, что вы согласились. We were very glad that you find the time and agree to come. Сейчас это будет, вот эта встреча будет уже четвертая. Today it will be a fourth meeting. This one will be a fourth meeting today. И я думаю, расписание не стало таким легким, как было до этого. I think that the schedule is what wasn't easier than before. Light, no light. I still had about 2 hours to waste. У меня все равно 2 часа было, чтобы отдохнуть. Next time you try that also. No, but Bhakti Rasamrita Maharaj told me, he said, why are you giving 3 lectures? You should give only 2 lectures maximum. He says, Vaishnava Maharaj was also doing like this, now his health has suffered. So, I don't know what is the right thing to do. Because my nature is to do more. То есть у меня природа делать больше. То есть мне говорили, что нужно 2 лекции давать, а я даю 3. А некоторые так делают, и они страдают, то есть у них болезни. Но он говорит, что у меня природа такая. Mobile ban kar do. Recording ban kar do.